вас на своем канале. Сегодня я предлагаю вам приготовить апельсиновый джем. Кстати, это мой любимый джем. Он в меру сладкий, но при этом обладает еще немного терпким вкусом. Очень ароматный. И также в этом рецепте я предлагаю вам небольшой эксперимент. Все как я люблю. Мы сделаем два варианта джема. Один будет гуще, другой будет более жидкий, более похож на варенье. Поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала нам нужно очистить все мандарины вот таким способом. Мы снимаем шкурку, не выбрасываем ее, складываем в отдельную миску. В этом рецепте вы можете использовать любые цитрусовые, которые вам нравятся, и в любых пропорциях. Я в свою очередь буду использовать мандарины, апельсины и лимоны. После того, как я очистила мандарины от шкурки, нужно дополнительно удалить лишние пленки, и если есть семечки. Разделите каждый мандарин на дольки и затем каждую дольку разрежьте на 3 части. Таким образом нарезаем все мандарины. Вот такое количество у меня получилось. Далее нарезаем лимоны вот таким способом. Обязательно удалите пленку в середине и косточки. Для этого рецепта идеально подойдут лимоны с тонкой кожицей. Нарезаем их вместе с ней. Вот таким образом, небольшими кусочками. Вот такое количество лимона у меня получилось. Далее займемся апельсинами. Каждый апельсин разрежьте пополам и выжмите из него весь сок. Для этого рецепта обязательно очень хорошо помойте все цитрусовые, либо используйте био, либо из вашего сада. Я выжала сок из всех апельсинов, вот такое количество у меня получилось. Шкурки не выбрасываем, они нам понадобятся. Теперь обрабатываем апельсиновые корочки. Отрезаем донышко и оставляем только ту часть, в которой очень много мякоти, которая осталась после выжимки сока. Этот объем апельсиновых корочек и также мандариновые корочки мы будем перекручивать на мясорубке. Точно так же поступаем с мандаринами. Затем большую емкость поставьте на весы. Нам нужно взвесить объем всех мандаринов, лимонов и апельсинового сока. Далее перекручиваем на мясорубке с крупным ножом или с мелким, как вы предпочитаете, все апельсиновые корочки, которые мы подготовили, и мандариновые корочки. Вот такое количество у меня получилось. Далее смешиваем с основной массой цитрусовых и обязательно взвешиваем полный объем, который у нас получился. Перемешиваем равномерно. А теперь начинаем эксперимент. Я разделила общий объем на 2 равные части, для того, чтобы вам показать, какая будет разница при использовании разного пектина. У меня есть пектин 2 к 1 и 3 к 1. Это означает, что на каждый килограмм фруктовой смеси мы используем 1 пакетик пектина. В случае, когда это 2 к 1, мы добавляем в пропорции 500 грамм сахара. И в случае, когда 3 к 1, мы используем в пропорциях 340 грамм сахара.
Для начала пакетик пектина смешайте с 1 столовой ложкой сахара. Далее добавьте фруктовую смесь и хорошо перемешайте. Затем перекладываем фруктовую смесь в посуду для варки варенья. У меня специальный латунный тазик. Очень хорошо использовать медную посуду или то, что у вас есть, то, в чем вы варите варенье. Разравниваем и доводим до кипения. Периодически встряхивайте вот таким образом, чтобы варенье прогревалось равномерно. Я вам покажу, как варить одну порцию варенья, потому что следующая порция варенья с другим количеством пектина и сахара будет вариться абсолютно идентично. Единственное, там пропорции ингредиентов будут другие. Затем добавляем сахар, полностью всю порцию. Перемешиваем. Далее варим в течение 5 минут, периодически помешивая и встряхивая. При использовании пектина варенье не нужно долго варить, всего лишь 5 минут. И это очень хорошо, особенно когда мы варим варенье из цитрусовых, чтобы сохранить все витамины. Также при использовании пектина мы уменьшаем количество общего сахара. Только представьте, когда варится классическое варенье, используется килограмм фруктовой смеси и килограмм сахара. Здесь же мы уменьшили практически в 2 раза, а при использовании пектина 3 к 1 мы уменьшаем в 3 раза количество сахара. Пектин является хорошим консервантом, идеально сохраняет свежесть фруктов и ягод, но при этом я бы вам посоветовала хранить такое варенье в холодильнике. Пять минут прошло, наше варенье готово. Выключаем плиту. Теперь перекладываем варенье в уже готовые стерилизованные банки. Всегда заполняйте полный объем банки под горлышко. Далее закручивайте стерилизованной крышкой и переворачивайте вот таким образом на 20 минут. Наш апельсиновый джем готов. Теперь давайте посмотрим текстуру двух вариантов при использовании разного вида пектина. Это у нас 3 к 1, это у нас баночка 2 к 1. Как вы заметили, 2 к 1 имеет более жидкую консистенцию, но также прекрасно держит свою форму. Вариант 3 к 1 имеет более желеобразную текстуру. Теперь протестируем на вкус. Вариант 3 к 1 менее сладкий и имеет ярко выраженные цедровые нотки. А вариант 2 к 1 более сладкий и более нежный по своей текстуре. Выбирайте то, что вам более близко. Этот цитрусовый джем обожают и дети, и взрослые. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!